Привет, меня зовут Вафа, я лезгинка. Это один из коренных народов Дагестана. Но они проживают не только на территории Дагестана, но и на севере Азербайджана. Я как раз-таки азербайджанская лезгинка. Как давно ты приехала в Пермь, или ты здесь родилась? Нет, я здесь не родилась. Мы переехали с родителями, когда мне было еще 6 лет. Я довольно быстро выучила язык, так как играла с ребятами во дворе. И вот через полгода уже пошла в школу здесь, с 1 класса учусь здесь. Приезжала ли ты в свой родной город, возможно, даже несколько раз? Да, мы практически, стараемся каждый год ездить к бабушке с дедушкой. А, С маминой стороны, получается, бабушка с дедушкой, они живут в городе Габала, это вот как раз Габалинский район, там в основном лезгины проживают, ну и азербайджанцы тоже. А бабушка с дедушкой с папиной стороны, они живут прямо в деревне в горах. То есть это горная местность, там такие дома необычной формы и так далее. И то есть ты вышел, прогулялся и сразу вокруг горы, равнины, там скот домашний, лошади и так далее. Мы, получается, то, что в моей семье мне нравится, каждый год, вот летом приезжаем, у нас очень много родственников, так скажем, у бабушки с дедушкой, очень много внуков, и у нас такая есть семейная традиция, каждый год летом собираться в кругу у бабушки. Дедушка у меня, к сожалению, уже умер, но бабушка вот собирает каждый год всех своих внуков, всех своих детей, и, получается, накрываем большой стол, помогаем там с готовкой, приготавливаем разные традиционные блюда, также лезгинские, азербайджанские. Дети там играют, веселятся, и это всегда такой очень яркий, наполненный день, потому что каждый чем-то своим занимается, мужчины там шашлык делают, еще что-то, женщины готовят, дети играют, и вот это мне больше всего нравится. А если взять именно традиционные какие-то традиции, обычаи, я видела сама именно на свадьбах, как невесту у нас забирают из дома отца, то есть перед выходом у нее красный платок на лице, полностью закрывает ее лицо, чтобы как бы оберечь ее от внешних взглядов. И при выходе из порога дома она каблуком разбивает тарелку, показать свою силу, так скажем, и роняет кувшин с водой, чтобы вот эта вода чистый путь ей простилала в дальнейшую жизнь. Это как бы вот именно традиция, обычай для свадьбы. Можешь рассказать, что на тебе надето? Да, вот смотрите, азербайджанские и дагестанские лезгины, у них наряды немножечко чуть-чуть отличаются. У азербайджанских лезгин наряды немного взяли в себя из азербайджанского костюма какие-то детали. Во-первых, это должно быть что-то яркое, потому что лезгины очень любят насыщенные, колоритные такие цвета, поэтому у меня такое платье зеленого яркого цвета. Обязательно у девушки должно быть закрыто все тело, то есть никаких там запястий либо щиколоток не видно должно быть. Обычно носятся платья, юбки длины миди, и снизу надеваются штаны широкие. Далее у меня здесь есть такой фартук с орнаментом. Здесь нарисована бута. Это азербайджанский, турецкий такой рисунок. Вот. И платок обязательно надевают. Замужним женщинам желательно волосы не показывать, а девушки, которые еще не замужем, они могут передние пряди вот так вот от лица показать, но остальные волосы должны быть убраны. Вот. И надевается тика, это уже для какого-то особого случая, но в повседневной жизни она не носится. Также лезгины очень любят много украшений на руках, и вообще, в принципе, поэтому я надела несколько колец. Вот, как-то так. Можешь, пожалуйста, рассказать про свое любимое место в родном городе? Ой, вот в том году уже получается, когда мы летом ездили, мне очень нравится водопад именно в деревне Лоза. При Габалинском районе есть деревня Лоза, вот где как раз у меня бабушка с дедушкой проживают. В 2 часах ходьбы от этой деревни по горам
очень длинный такой тяжелый путь, конечно, составляет, но в этом есть свой какой-то шарм. Ты пробираешься через сначала горы, потом около чай. Чай это у нас называется ручей такой протяженный, длинный. Получается, с гор вода, вот снег, когда тает, он стекает с гор в такую маленькую реку. И вот эта река называется Чай. И получается, мы проходили через горы, потом через Чай и дошли спустя 2 часа до водопада. Он просто невероятной красоты. У меня там дух перехватывало. Вода просто ледяная, кристально чистая. То есть ее прям можно взять и пить оттуда. Вот очень нравится это место. Хочется каждый год туда возвращаться и вот идти на этот водопад. Мы ездили с моими двоюродными сестрами и с дядей. Дядя нас провожал. И также вот, если пройти еще дальше до водопада, есть такое место Евлах. Туда пастухи ездят уже на лошадях. Они там пасут скот домашний, очень много овечек, козлят и так далее. И вот они остаются там вдали от дома, потому что в горах не совсем есть пища для домашнего скота, поэтому они немножко далеко от дома остаются. И вот мы как раз, когда ходили на этот водопад, видели, как они возвращались как раз ну, получается, от как это сказать, они, получается, меняются, то есть кто-то из родственников, например, брат один съездил, там на лошадь грузят очень много всяких вещей, ну, чтобы им дать проживать, а потом через неделю меняются там с другим братом. Вот как раз видели парня, который приезжал оттуда, и он вот рассказывал, что вот, там так тихо, спокойно, никого кругом нет, только он и барашки. Вот, это интересно было. А так вот самое любимое место — это как раз-таки вот этот водопад в Лозе. Как я понимаю, водопад для тебя — это такое место силы. Да, оно прям очень заряжает. Ты видишь, во-первых, мощь природы, потому что он очень высокий, насколько я помню, около 70 метров в высоту. То есть ты видишь вот это, думаешь, насколько все-таки природа разнообразна, насколько она величественна, все вокруг зеленое, там бабочки летают, цветы растут. Очень много у нас еще в горах растет чабреца, из него заваривают чай, он просто божественный, это мой любимый чай. Вот я как раз, когда съездила, собрала чабрец, высушила его, привезла в Россию. Мы вот как раз недавно закончился, заваривала чай, обожаю чай. Мы лезгины, как и Азербайджане, ну и как вообще все восточные страны, очень любим чай, но вот этот чай с чабрецом — это просто моя любовь, обожаю. Я бы хотела также уточнить, когда лезгины ходят по улице, они тоже в этом наряде, в котором ты сейчас? Это получается у меня немножко такой праздничный, яркий костюм, но в основном лезгины надевают яркие цвета, но это уже более такие ткани, более тяжелые, но очень качественные, потому что их носят из поколения в поколение. И женщины, они обязательно должны быть в юбках, потому что у них вот ноги, вот это все должно быть закрыто, и желательно с длинными рукавами, но обычно это не такое нарядное, но именно похожее, то есть это штаны снизу, сверху юбка, фартучек при желании, можно без него, рукава должны быть закрыты и обязательно платок на шею, ну, на голову, все. А что для тебя было открытием в Перми из мест? Я ходила ну это еще давно было, когда я училась в школе, в пещеру. У нас таких мест нет, то есть это в основном горы и так далее. И мне очень понравилась Кунгурская пещера. Она вообще, ты ходишь, сверху что-то висит, там что-то капает, все такое яркое, красивое и такое для восприятия необычное. Вот. Я помню, что когда мы в школе ходили в эту пещеру с классом, я прям очень вдохновилась, потому что до этого не видела ничего похожего. Вот. А так мне очень нравится здесь зима, потому что у нас такой зимы там нет. Я очень люблю кататься на сноуборде. У нас снег только в горах, то есть даже зимой в декабре, например, я один раз ездила к нам в декабре,
я ходила на улице просто в футболке, ела мороженое, было очень тепло. Но если поехать буквально минут 20 в горы подняться, на машине съездить, там уже снег. То есть перепады температур очень сильные, но опять же там в любом случае плюсовая температура. Но вот это вот климат в Перми, то, что зимой прям до минус 30 у тебя все лицо белое, становятся реснички, покрываются инеем. Вот это тоже для меня было открытием. Я помню, когда мы только переехали, когда мы были маленькими, у меня есть еще брат, мы пошли на горку и надели на себя просто кучу слоев одежды. Но даже тогда из-за того, что мы не привыкли к такому климату, нам было очень холодно. Мы прям замерзли, околели. Я помню, у меня все равно хотелось поиграть с ребятами. Ты до талого пытался протянуть это время, но у нас до посинения руки просто дошли. Уже мама нас потом отругала, то, что вот мы до такой степени решили поиграть, погулять. Но вот зима в Перми, конечно, это вот она мощная такая прям. И мне очень нравится то, что все вокруг белое. Вот ты как будто в какую-то сказку попадаешь. В Азербайджане все равно в любом случае, даже зимой, деревья остаются зелеными, где-то проглядывает зеленая трава, и нету вот этой атмосферы именно севера. А здесь вот все кругом белое, мне это очень нравится на самом деле. Мгм. У нас же есть еще пермская кухня. Наверняка ты ее пробовала. Да. Что для себя открыла? Посекунчики моя любовь, честно. Я обожаю, просто я могу их есть бесконечно. У меня мама очень вкусно готовит посекунчики, то есть у нас была соседка, тетя, она научила, как делать вот посекунчики, прям по-пермски. Я просто обожаю, это очень вкусно. Также из русской национальной кухни я очень люблю солянку. Просто это мой любимый суп, обожаю. Борщ тоже люблю, но вот солянка, вот каждый раз, когда у меня есть просто возможность съесть солянку, я иду ем солянку. Очень люблю, вот. Можешь сказать, чем ты занимаешься, что изучаешь или что делаешь в плане хобби? У меня вообще есть небольшой бренд одежды. Это такой онлайн-магазин, посвященный именно национальным одежде с национальной символикой. Мы делаем футболки, худи, там, шоперы, свитшоты, кепки именно с картинами азербайджанских художников. Либо у нас есть 2 девушки-дизайнеры, которые для нас рисуют наши идеи какие-то, именно связанные с азербайджанской культурой, с дагестанской культурой, с лезгинской, то есть именно вот связанные с национальностью. И мы этот бренд запустили с моей подругой года 3 назад, и вот до сих пор занимаемся этим делом. Я не назову это работой на самом деле, потому что мне это доставляет огромное удовольствие. То есть ты придумываешь какую-то идею нового принта, потом это реализуешь уже на самой одежде, потом проводишь съемки. И после того, как мы запустили, у нас сразу же пошел скачок именно в плане, очень много было реакций, то, что вот, девочки, вы такие молодцы, то, что продвигаете нашу культуру, не забываете, и благодаря вам мы можем там прикоснуться к культуре, то есть очень много людей у нас заказывают одежду и делятся своими фотографиями, также покупают, ездят в Азербайджан, делают там классные фотографии, отправляют нам. Вот это дело, оно как-то заряжает, даже несмотря на то, что мы находимся далеко от родины, все равно постоянно связь с родиной остается в этом случае. Если просто хобби еще, кроме этого, я очень люблю заниматься спортом, люблю кататься на сноуборде зимой, обожаю плавать. Вот, такой достаточно активный человек. Ой, на самом деле я очень хочу уже открыть именно магазин, оффлайн-точку. Мы сейчас начинаем это реализовывать. Хочу расшириться, открыть именно магазин, чтобы люди уже могли прийти, пощупать это, померить, посмотреть. Вот, это такая небольшая мечта. И также очень хочу путешествовать по всему миру, познакомиться и с другими культурами тоже. Вот недавно как раз-таки присоединившись к этому проекту, и также я состою в муниципальном молодежном центре, познакомилась с ребятами других культур. Мне очень понравилось Марокко, Египет. Вот очень мечтаю съездить туда,
посмотреть на это все уже наяву, как это, что это, как люди там вообще живут. Вот это вот очень интересно на самом деле, поэтому хочу много путешествовать. В чем ты считаешь и находишь для себя важность участия в этом проекте, а в том числе и сохранении народности, идентичности? На самом деле, Саида, ну, руководитель проекта, рассказывала мне про этот проект еще, ну, про задумку данного проекта еще несколько лет назад, то, что вот у нее была такая идея, и мне очень, на самом деле, это понравилось, потому что сейчас современность, новые технологии, как будто старое, все потихоньку забывается. Но я считаю, что люди не должны забывать свое культурное наследие, свои традиции, свои какие-то обычаи. Также вот костюмы. Столько разных народов, все настолько разные, не только по внешности, но и по традициям, по одежде, по каким-то своим фишкам. И я считаю, что очень важно этим делиться, во-первых, чтобы и другие люди увидели, познакомились с твоей культурой, но и самому продвигать это в массы, думаю, очень важно. Поэтому она как только сказала, что вот у нее грант одобрен, я такая: Саидочка, я к тебе приду, потому что мне очень нравится именно вся вот эта тема, связанная с народностями, с национальностью, с этнической точки. Поэтому на самом деле проект очень крутой, очень такой яркий, потому что я вот сейчас ребята увидела, буйство красок, вообще разных именно черт лица, всяких предметов. У кого-то там я видела теспех, ну, у нас называется теспех, такие штучки, бусы для рук мужчины ей играют, у кого-то там гранат, у кого-то кувшин, еще что-то. Вот с этим ознакомливаться очень интересно. Ну и прямо сейчас тебя смотрят миллионы людей. Что ты скажешь этим людям? Я хочу передать, чтобы они вообще никогда не боялись что-либо воплощать, потому что, вот опять же сказала то, что у идеи у Саиды появилась. У вас, если появляется какая-то идея в голове, нужно не откладывать это в долгий ящик, нужно это сразу попытаться реализовывать. Как у нас, например, появилась идея с брендом одежды, посвященной национальной культуре. Идея появилась, сразу надо пробовать, искать методы, как это реализовывать, пока эта идея в тебе не угасла. Потому что пока у вас есть вот этот огонь, внутри что-либо делать, нужно этим пользоваться и воплощать, потому что очень много людей обязательно вас поддержат, очень много людей будут в восторге от вашей деятельности, и думаю, что ради этого стоит чем-либо заниматься, что-либо придумывать. Вот, всем. Мне бы хотелось завершить это интервью твоей любимой фразой на лезгинском языке. На самом деле, лезгинский язык я знаю, понимаю прям идеально от и до, но этот язык очень сложный для произношения, поэтому я, может быть, немножко поковеркаю слова. Ну, я хочу сказать такую фразу «Саша, иди к Чемир». Это типа «ничего никогда не бойтесь». Вот.